Что если я скажу вам, что главное, что держит вас на месте, страх того, что у вас все получится? Про страх провала говорят все. Про страх успеха почти никто. Большинство людей живут с ним всю жизнь, даже не подозревая о его существовании. И именно поэтому раз за разом останавливаются в шаге от цели. Но хорошая новость есть. Этот страх можно распознать, понять и преодолеть. Сегодня вы узнаете, почему боязнь успеха – это реальный психологический феномен, какие механизмы запускает ваш мозг, когда вы приближаетесь к чему-то большому, и что конкретно можно с этим сделать. Почему мы боимся того, чего хотим? Представьте такую картину. Вы давно хотите запустить свой проект, написать книгу, поменять работу или начать что-то свое. Идея есть. Время имеется. Ресурсы тоже более-менее. Но вы снова и снова откладываете. Говорите себе, еще не готов. Сначала нужно разобраться вот с этим, вот закончу одно дело и тогда. А потом проходит месяц, полгода, год. И вы стоите на том же месте. Вы привыкли думать, что это прокрастинация. Или лень. Или недисциплинированность. Но что если дело вовсе не в этом? Причина первая. Успех меняет жизнь, и мозг это знает. Ваш мозг – невероятно эффективная машина выживания. Его главная задача – сохранять вас в безопасности. И для этого он категорически не любит неизвестность. Любое серьезное изменение, даже положительное, мозг воспринимает как угрозу. Когда вы представляете себе успех, настоящий, большой, что происходит внутри? Если честно, где-то в глубине возникает тревога. Хотя, казалось бы, должно быть воодушевление, но поднимается именно тревога. А что если после этого все изменится? А что если я не справлюсь с новым уровнем ответственности? А что если мне придется стать другим человеком? Слабость здесь ни при чем, речь про чистую нейробиологию. Мозг активирует миндалевидное тело, ту самую область, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Реальная угроза или воображаемая, для нее разницы нет. Для нее нет разницы между тигром и мыслью о том, что завтра у вас может стать в 10 раз больше денег, клиентов или ответственности. Все это – неизвестность. А неизвестность – это опасность. Одновременно с этим мозг выбрасывает кортизол, гормон стресса. Именно он создает то физическое ощущение тяжести и сопротивления, которое вы чувствуете, когда пытаетесь сделать важный шаг. Для многих это повод остановиться, но мозг таким образом сигнализирует – происходит что-то значимое. Что с этим делать? Первый шаг – перестать бороться с этой тревогой и начать ее исследовать. Психолог Сьюзан Джефферс в своей книге «Бойся, но действуй» говорит о том, что страх не исчезает с опытом, он просто перестает управлять вами, когда вы перестаете от него убегать. Задайте себе вопрос, чего именно я боюсь в этом успехе? Конкретно, без общих слов. Запишите. Назовите страх по имени. Это уже лишает его значительной части власти над вами. Причина вторая – синдром самозванца и страх разоблачения. Вы добиваетесь чего-то, и внутри тут же включается голос. Ты не заслуживаешь этого. Тебе просто повезло. Скоро все поймут, что ты на самом деле не такой умный, талантливый, способный. Звучит как модный термин, но за синдромом самозванца стоит серьезная наука. Психологи Паулина Кленс и Сюзанна Аймс описали его еще в 1978 году, когда заметили, что высокоэффективные люди, ученые, руководители, врачи, регулярно ощущают себя обманщиками, которых вот-вот разоблачат. Самое неприятное в этом синдроме – чем ближе вы к успеху, тем громче этот голос. Именно поэтому люди саботируют себя в самый важный момент. Они не сдают проект, не отправляют резюме, не делают последний шаг. Потому что пока ты не сделал шаг, тебя нельзя разоблачить. Бездействие кажется безопасным. Что здесь помогает? Осознание того, что синдром самозванца – парадоксальный признак развития. Многие принимают его за сигнал о некомпетентности. Напрасно. Люди, которые вообще не сомневаются в себе, как правило, не растут. Сомнение – признак того, что вы вышли за пределы зоны комфорта. Майя Энджелоу, поэт, писательница, лауреат множества премий, однажды призналась, что каждый раз перед выходом новой книги думала: вот сейчас меня точно поймают. И это не мешало ей писать следующую. Попробуйте такую практику, запишите 3 конкретных вещи, которые вы сделали хорошо за последний месяц. Детально и без поблажек. Мозгу нужны факты. Давайте ему факты. Когда внутренний голос говорит: ты самозванец, у вас на руках должны быть улики, которые он не сможет оспорить. Это заставит мозг работать с реальностью, а не с тем, что он сам себе нарисовал.
Причина третья. Страх изменить отношения с людьми вокруг. Вот один из самых болезненных страхов, о котором почти никто не говорит вслух. Если я добьюсь успеха, что будет с людьми рядом со мной? Поймут ли они меня? Не отдалюсь ли я от тех, кого люблю? Не начнут ли завидовать? Не почувствуют ли себя хуже рядом со мной? Это похоже на паранойю, но здесь вполне реальная динамика. Социологи это фиксируют. Успех действительно меняет отношения. И некоторые люди на глубоком, часто неосознанном уровне выбирают не добиваться большего, лишь бы сохранить близость с теми, кто рядом. Особенно это работает в семьях, где успех не был нормой. Если никто из вашего окружения не строил бизнес, не получал высокую должность, не выходил за пределы определенного уровня дохода, ваш успех может восприниматься как предательство. Люди плохими от этого не становятся. Просто вы превращаетесь для них в зеркало нереализованных возможностей, в которые невыносимо смотреть. Психолог Брене Браун в своих исследованиях много говорит о том, как страх нарушить принадлежность к группе управляет нашими решениями. Мы существа социальные. Быть изгнанным из своей группы для древнего человека это означало смерть. Этот страх никуда не делся, просто поменял форму. Что делать с этим? Во-первых, понять, люди, которые вас по-настоящему любят, не уйдут от вас, если вы станете лучше. А те, кто уйдет, держались лишь за собственное удобное представление о вас. Во-вторых, поговорите с близкими о своих планах. Именно разговором, без ощущения, что вы зачитываете доклад. Страх часто живет в молчании, и именно молчание позволяет ему разрастаться до размеров, которых он не заслуживает. Причина четвертая. Идентичность и страх потерять себя. Вот парадокс, который мало кто осознает. Иногда люди боятся успеха, потому что не знают, кем они будут, когда его достигнут. Если всю жизнь вы воспринимали себя как человека, который старается, борется, ищет, то кем вы станете, когда найдете, когда добьетесь? Борьба стала частью вашей идентичности. И успех угрожает не просто изменить жизнь, он угрожает изменить то, кем вы себя считаете. Философ Альбер Камю писал о том, что человек цепляется за свое страдание, потому что оно знакомо. Знакомое, даже плохое, ощущается как «я». Незнакомое, даже хорошее, пугает. Нейрологи подтверждают это с другой стороны. Наш мозг формирует нейронные пути через повторение. То, что мы делаем и думаем часто, становится автоматическим. Если вы годами думали о себе как о человеке, которому не везет, или который еще не готов, эта установка буквально встроена в нейронные сети вашего мозга. Она стала привычной. И мозг будет возвращать вас к ней снова и снова. И это не его вина, просто он всегда выбирает знакомое как более безопасное. Хорошая новость. Мозг пластичен. Он меняется. Но для этого нужно сознательное усилие. Замените вопрос. Вместо «смогу ли я?» говорите «каким человеком я хочу быть?». Психолог Кэрол Дуэк, автор концепции установки на рост, показала в своих исследованиях, люди, которые воспринимают себя как находящихся в процессе развития, добиваются значительно большего и справляются с трудностями лучше. Попробуйте сменить ярлык. Человек, который боится, это про вчера. Человек, который учится не бояться, вот кто вы сейчас. Разница огромная. Причина пятая. Успех несет ответственность, а ответственность – это тяжело. Последний страх, и, пожалуй, самый честный из всех. Успех приносит признание, деньги, достижения, но в комплекте идет кое-что еще. Ответственность. За решение. За людей. За результат. За то, что будет дальше. Пока вы еще не добились, вас как будто не за что осуждать. Вы в процессе. Вы стараетесь. Вам можно ошибаться. Но когда вы добиваетесь, планка поднимается. И упасть с нее больнее. Страх рациональный. Но рациональный не значит парализующий. Философ-стоик Марк Аврелий, который управлял целой империей и при этом ежедневно записывал мысли о том, как не сломаться под весом ответственности, оставил нам простую мысль: мы не контролируем все. Мы контролируем свое отношение к тому, что происходит. Ответственность – это готовность нести последствия поступков и идти вперед, независимо от того, насколько они безупречны. Переосмыслите успех в своей голове. Многие воспринимают его как финишную черту, после которой ошибаться уже нельзя, но это иллюзия. Успех – это уровень, с которого продолжают идти вперед. Ошибки не заканчиваются с его приходом, они просто становятся другими. Каждый, кто чего-то добился, совершал ошибки уже после того, как стал успешным. По всем законам жанра это норма, а не исключение. Что делать с этим знанием? Итак, подведем итог. За боязнью успеха стоит реальный психологический механизм.
Назвать его выдумкой или слабостью характера неправильно. За этим механизмом стоят вполне конкретные вещи. Страх перемен, страх разоблачения, страх потерять близких, страх изменить собственную идентичность и страх ответственности. Ни один из этих страхов не делает вас плохим человеком. Все они делают вас просто человеком. Но ни один из них не должен управлять вашей жизнью. Главное понять, избавиться от страха полностью невозможно. Настоящая задача – идти вперед, несмотря на его присутствие. Ждать, пока страх уйдет сам по себе, можно вечно. Он уходит только тогда, когда вы перестаете давать ему власть над своими решениями. Задайте себе вопрос прямо сейчас. Что именно я откладываю, и чего на самом деле я боюсь в том, что это получится? Если ответ вас удивит, значит вы уже сделали первый и самый важный шаг. Потому что если ты способен увидеть страх, значит он уже не держит тебя в плену. Успех – это разрешение быть тем, кем вы уже являетесь. Становиться другим человеком для этого не нужно. Нужно только убрать тормоза, которые вы сами на себя поставили.